Здравствуйте, девочки! Всем большой привет! Меня зовут Марина. В этом видео хочу показать вам несколько вариантов зимних дизайнов. Наступает зимняя пора, клиенты просят зимние дизайны. Решила вам показать несколько вариантов, которые выполняются просто и быстро. Все материалы, которые я буду использовать в дизайнах, буду вам показывать. Для первого дизайна, как подложку, буду выкрашивать бирюзовый цвет от Найлика номер 112. Выкрашиваю его, поскольку он плотный, в один средний слой. Следующим слоем буду покрывать блестящим гель-лаком, гель-лак с блестками C316 от Avix или Avix. Он такой блестящий, но полупрозрачный, и поэтому мне нужна была какая-нибудь цветная подложка. Прокрашиваю полностью этим гель-лаком весь типс. За счет того, что у меня есть цветная подложка, этот гель-лак хорошо и плотно перекроет весь типс полностью в один слой. Гель-лак хорошо самовыравнивается, блестки опускаются вниз, нигде ничего не топорщится и не торчит. Для следующего этапа мне нужно стереть липкий слой после просушки. Дальше понадобится какая-нибудь плоская кисть, не обязательно скошенная, можно брать квадратную. У меня сейчас скошенная. Это Эми 4, такая заюзанная, но она рабочая. Служит она мне давно, кисточка классная. И также на палитру я выложила белую гель-краску. Можно брать гель-пасту, главное, чтобы она была плотная, но мягко растушевывалась при этом, то есть средней плотности, скажем так. Белая гель-краска у меня вот такая, и каплю матового топа. Матовый топ я использую для дизайнов, и не только для них, и для покрытий сатин. Он мне очень нравится, создает мягкий вельвет и приятную текстуру. И начинаю набирать на острый кончик, либо если квадрат, на один кончик набираю гель-краску промакивающими такими движениями, чтобы краска была с двух сторон на кисти, на уголке. А пяточку кисти я промакиваю в топе. И теперь развожу на палитре эти два продукта, смешиваю между собой. Делаю такую дорожку, чтобы была плавная растушевка. Дальше беру кисть и начинаю делать разводы, проводить линии точнее. Проводите их так, как вам удобно, такой ширины, как вам захочется, и в таком направлении, как вам это тоже видится, как вы считаете нужным. Здесь какого-то особого правила нет. Самое главное, чтобы ваши линии получались плавными, без резких каких-то вот переходов. Вот у меня здесь получился переход, я его должна подсгладить. Зафиксировала в лампе, теперь переворачиваю типс, чтобы мне было удобнее. И также с этой стороны буду делать такие же разводы. То есть линии проводим на усмотрение, да? Тушуется по матовому топу все очень замечательно.
Получается такая зимняя блестящая текстура, фактура. Не обязательно, кстати, просушивать каждую проходку. Я здесь еще раз продублирую. Отступаю от линии и в самом низу просто дублирую. Если нужно поярче, можно кисточкой пройтись еще раз, прямо по непросушенному. И за счет матового топа у вас получается такой легкий градиент, то есть идет четкая линия, а дальше она очень хорошо тушуется. И просушу дизайн. Для того, чтобы смягчить вот эту границу к переходу цвета с блестками, я взяла кисть 1,5 колонок и светло-молочный лак. Если у вас насыщенный молочный, вы можете его разбавить стопом или базой, чтобы он был полупрозрачным. И добавляю его наполовину нашей вот этой белой полоски, чтобы просто смягчить. На самый край белой полосы я не захожу. И таким образом добавляю везде по всем вот этим полосочкам, которые я себе проложила. Это смягчит и сделает линии более плавными, плюс подматирует вот этот яркий цвет. Дальше вытираю кисть о салфетку и эту молочку подтушевываю немного, чтобы она также плавно переходила к блесткам. Создаю эффект вуали. Этот этап в дизайне можно пропустить. Смотреться дизайн все равно будет очень красиво. После растушевки просушиваю дизайн полностью в лампе 1 минуту. Дальше нужно расставить теневые моменты для глубины дизайна. Для этого я добавляю черный гель-лак, смешиваю с базой или стопом до полупрозрачности. Теневые акценты я буду расставлять всегда перед самой белой полоской. На каждой из них, точнее каждой из них я расставляю теневые моменты. Кисточку можно брать любую. Самое главное, чтобы черный у вас был полупрозрачным. Иначе это будет смотреться слишком контрастно. После того, как я их проставила, я их подтушевываю, границу цвета смягчаю. Смягчаю нашу тень. В середину добавлю очень маленькое количество полупрозрачных хлопьев юки. Таким образом сделаю на ней акцент. Теперь я просушу дизайн и покрою глянцевым топом без липкого слоя.
Для прорисовки тонких линий буду использовать двухстороннюю кисть. Покупала я ее на Алиэкспресс. Очень удобная, ссылки, к сожалению, нет. Это было давно, поэтому не сохранилось. В общем-то, любую тонкую кисть можно взять длиной 7-9 мм. Для тонких линий самое то. Короткой кистью, например, 5 мм, тонкие линии будет рисовать неудобно. Добавляю в дизайн тонкие линии. Верхнюю прорисовку белой гель-краской я больше сушить ничем не буду. Мы их просто добавляем тонкие линии, просушиваем дизайн, и он будет готов. Тонкими линиями обратите внимание, что я не обвожу по краю белых окантовок своих. Я добавляю, имитирую такие прожилки, неровные прожилки, которые дадут еще дополнительную текстуру и сделают дизайн более интересным. Кстати, как раз здесь понадобится вам умение рисовать тонкие линии, но они должны быть неровные, да, что упрощает задачу. Прожилки ровными не бывают, поэтому я думаю, что это будет несложно. Если сложно сразу полностью обрисовать во всех местах тонкие линии, можно просушивать их этапами. Нарисовали 3-4, просушили, нарисовали еще 3, подфиксировали и так далее. Дизайн готов. Вот такая красота у нас получается. Все переливается и мерцает. Таким образом можно создать композицию на ногтях, переходящую друг в друга. Для следующего дизайна взяла типс, перекрытый белым гель-лаком, и буду наносить на него гель-лак полупрозрачный с легким тонером, камуфлирующим, и в себе он содержит еще светоотражающие частицы. Это придаст моему дизайну легкого мерцания. Наношу сначала в один тонкий слой и просушиваю. У меня есть слайдеры со снежинками, добавлю несколько мелких снежинок на фон. Переносить слайдеры я люблю с помощью штампа для стемпинга. Очень удобно, быстро, и все рисунки гладкие получаются, хорошо переносятся. Быстро и легко. Можно вместо слайдеров, если, допустим, нет, нарисовать снежинки, либо перенести стемпингом. Но если вы будете использовать стемпинг, значит нужно будет сначала снять липкость с гель-лака. Дальше перекрываю еще раз тонким слоем этого же гель-лака и просушиваю в лампе. Этот этап можно пропустить. Я просто хочу приглушить слегка снежинки. На просушенную поверхность рядом со снежинками добавлю небольшое количество декора. У меня это маленькие звездочки.
Просто для того, чтобы дизайн сделать немножечко послойным. Это слегка усложнит фон. И сразу тонкой кистью добавлю вокруг снежинок точки, имитируя падающий снег. Просушиваю дизайн в лампе и перекрываю матовым топом. Итак, черным гель-лаком рисую дракона. Сначала намечу очертания дракона. Здесь у меня будет голова, дальше пойдет туловище, такое немножечко выгнутое. Дальше пойдет хвост. Хвост у драконов достаточно длинный, поэтому рисую до конца типса. Вывожу голову. И закрашиваю полностью туловище. И хвост. Обозначаю из плеч крылья, даю им направление. И дальше прорисовываю крылья. Они очень похожи по прорисовке на зонтик. Имеются характерные такие изгибы. Крылья тоже закрашиваю полностью. Стараюсь при этом распределять кистью материал равномерно. Просушиваю в лампе 1 минуту. Дальше есть два варианта дооформить дизайн. Можно сюда втереть втирку на просушенный черный, но тогда время просушки нужно сократить. Вместо минуты просушивайте 15 секунд. А можно оформить гель-лаком кошачий глаз, что я в принципе и буду делать. Буду использовать 4 кошачьих глаза, показываю вам, какие именно. И выкладываю их на палитру. И теперь уже с палитры буду тонкой кисточкой наносить на рисунок и собирать блики. Можно сделать в принципе одной кошкой, все прокрасить, собрать блик и готово, если у вас, допустим, не хватает времени. Начну с крыльев и буду выкладывать кошку по секциям. Можете брать любой цвет.
Наношу кошку на первую секцию крыла. Теперь собираю блики. Стараюсь собрать блик так, чтобы именно крыло, да, оно блестело. Также делаю второе крыло, вторую часть крыла. Дальше прохожусь по туловищу. И отдельно соберу хвост. Прорисую черным гель-лаком, еще раз сверху обозначу крылышки, как с этой стороны. Теперь просушу дизайн в лампе, перекрою все глянцевым топом, и дизайн готов. Для следующего дизайна нам понадобится черный цвет, типс черный цвет, белая гель-краска, аэропуфинг и серебряные хлопья. Наношу краску с помощью аэропуфинга в центр дизайна и распределяю ровненько ее. И прохожусь еще по краям типса. Старайтесь, чтобы было не слишком ровно. Теперь просушу в лампе. Дальше перекрываю рисунок наш после пуфинга тонко базой и на непросушенный ставлю хлопья юки. Причем ставлю в те места, где у меня между белым вот есть такая граница, да, есть свободное пространство, туда я их и ставлю. И просушиваю дизайн. Мне понадобится 2 витражных гель-лака. Я взяла желтый от Рунео и синий номер 7. И полностью дальше закрашиваю дизайн. Захожу желтым на синий оттенок, чтобы получить зеленый. И делаю такие плавные переходы кистью. Просушиваю дизайн. Дальше я хочу добавить стемпинг, и поэтому перекрою сейчас тонким слоем топа
дизайн, потому что с витражных гель-лаков нежелательно снимать остаточную липкость, поскольку клинсер может снять также витражный цвет. Перекрываю топом и ставлю просушиться полную просушку 1 минуту. Дальше взяла пластину для стемпинга со снежинками, выбрала здесь себе рисунок и буду переносить его на дизайн. Переносить буду с помощью белого лака для стемпинга. Подушка у меня вот такая, лак вот такой. Рисунок на штампе, переношу его в центр. Теперь еще раз прохожусь белой краской по краям, только совершенно немножко, в некоторых местах, чтобы добавить текстуру дизайну, имитируя при этом как бы снег. Просушу, перекрою топом еще раз, полную просушку, и дизайн готов. И вот такой результат получился. Смотрится по-зимнему, блестит. По мне так очень даже красиво. Делается за 2 минуты. Вот такие дизайны сегодня у нас получились. Надеюсь, вам было полезно, интересно, что они вам пригодятся. Попробуйте сделать. Они делаются просто, быстро и легко, а смотрятся очень красиво. У меня сегодня на этом все. Я вам желаю зимнего вдохновения, хорошего настроения и увидимся.